Друзья, всем привет! С вами Оля, и вы у меня на канале. Я недавно вам уже рассказывала, что у меня на сайте появилась новая программа питания летняя, и поэтому в этом видео я хочу показать вам меню одного из дней из этой программы. Рассчитано оно на калорийность приблизительно 1400 килокалорий на день. Я знаю, что вы очень любите такие видео, так что давайте скорее начинать. Итак, на завтрак у нас одно вареное яйцо, кускус и тост с сыром фета, поэтому в первую очередь я ставлю кастрюльку на огонь и отправляю в нее вариться яйцо. Далее займемся кускусом. Он готовится очень быстро, его не надо варить, а достаточно просто залить кипятком в соотношении 1 к 2. Также я добавила немножко соли, накрываю и оставляю так на 5-10 минут. Тост из цельнозернового хлеба можно приготовить в тостере, или же, если у вас его нет, как и у меня сейчас, можно просто приготовить его на сухой сковороде, поджарив с обеих сторон. Смазываем тост сыром фета. Также в меню у нас идет один огурец, его можно съесть отдельно, либо же, как в моем случае, добавить к тосту. Спустя 10 минут кускус запарился, я сразу приготовила больше с запасом на несколько порций и сразу же добавляю сюда немножко сливочного масла. Итак, согласно меню, в порции у нас 170 грамм кускуса в приготовленном виде. Отправляем его на тарелку. Для точности советую вам использовать кухонные весы. Яйцо уже тоже готово, и его остается только очистить от скорлупы. К яйцу сверху добавляю немножко соли. Ну а теперь дополняем наш завтрак хрустящим тостом. Напомню вам, что у меня на сайте эта программа питания представлена в двух частях по 14 дней, то есть вы можете сразу приобрести готовое меню на целых 4 недели и при этом еще по более выгодной цене. Ссылка на мой сайт, как всегда, в описании под видео. В общем, кому интересно, обязательно переходите и покупайте, если вас она заинтересует. Перекус у нас максимально летний, это 300 грамм фруктов или ягод. Но я решила совместить и то, и другое, поэтому я взяла 2 небольших персиков, масса которых без косточек примерно 200 грамм, и 100 грамм выделила еще на ягоды. Ну а на обед будем готовить диетическую версию шаурмы, которая при этом совсем не уступает своему оригиналу во вкусе. Но для начала нам необходимо приготовить куриное филе любым удобным для вас способом. Я буду запекать. Я взяла сразу 2 половинки грудки, она пригодится мне еще и на ужин. Добавила немножко специй, немножко соли, из специй у меня копченая паприка. И также добавила сюда 2 столовые ложки соевого соуса. Хорошенько перемешала и оставила курочку пропитываться маринадом на некоторое время. Далее я беру лист пергамента, так как запекать филе я буду в духовке, он мне будет очень кстати. Заворачиваю филешку как в конвертик и отправляю в форму для выпекания. Ставим запекаться на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Ну а теперь займемся остальными ингредиентами для нашей шаурмы. Надеюсь, вы не против, что я использовала немножко магии, чтобы нарезать этот огурец и помидор. Филе у меня тоже уже готово, и от него необходимо отделить 80 грамм согласно нашему меню. Я сразу нарезаю его на вот такие вот мелкие кусочки. Так для шаурмы подходит лучше всего. Ну а теперь приготовим соус. 1 столовая ложка сметаны и 1 чайная ложка томатной пасты. Хорошенько перемешиваем их вместе.
По желанию в соус можно добавить зубчик чеснока. Также для шаурмы нам пригодятся листья салата. Ну что ж, теперь берем лист тонкого лаваша весом примерно в 100 грамм и сначала смазываем его соусом. Далее я выкладываю листья салата и по очереди все остальные ингредиенты. Вы можете использовать лаваш в виде тортильи, как у меня, либо же большого размера, как вам удобнее. Ну а теперь заворачиваем это все в рулетик. Конечно же, остается только разогреть его. В идеале использовать для этого электрогриль, но у меня на данный момент его нет, поэтому я немножко смазала сковородку маслом, буквально пару капель, и обжариваю лаваш с обеих сторон. Можно попробовать сделать это на сухой сковороде, если вы уверены, что на ней у вас точно ничего не пригорит. На ужин в качестве гарнира будем готовить овощное рагу. Я для этого взяла смесь замороженных овощей, здесь примерно 200 грамм. В меню рецепт расписан более подробно, если же вы будете использовать не овощную смесь, а овощи отдельно. Так что можно использовать и смесь, и отдельно сделать смесь вручную. Также для рагу нам понадобится 100 грамм картофеля. Я взяла 3 маленькие картошечки, очистила от кожуры и теперь нарезаю вот такими кусочками. Также предварительно нарезаю один маленький, либо же половинку большого помидора. Я разогреваю сковородку и добавляю на нее 1 чайную ложку оливкового масла для жарки. Смазываю кисточкой, чтобы масло хорошо распределилось по дну сковородки, и отправляю сюда картошку. Обжариваю пару минут. Далее добавляю остальные овощи, заранее я их не размораживала. Также сразу добавляем помидор. Хорошенько перемешиваем и обжариваем так пару минут, чтобы они у нас совсем слегка подрумянились. Добавляем немножко соли, также заливаем немного водой, накрываем крышкой и на маленьком огне готовим так минут 15-20. Помимо овощного рагу на ужин у нас еще есть 140 грамм куриного филе. Я взяла как раз то, которое мы приготовили на обед. Что ж, друзья, на сегодня это все, и я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада, если вы поставите лайк этому ролику, мне будет очень приятно, и еще это важно для продвижения моих видео. Ну а также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. С вами была Оля. Пока-пока!